Всем привет, меня зовут Ксюша, и вы на моем канале о кроликах. Тема сегодняшнего видео – стрижка когтей. Сначала пройдемся по теории, расскажу, как и зачем стричь когти кролику, а затем на практике покажу, как я ухаживаю за когтями своих кроликов. Итак, давайте начнем. В природе кролики стачивают когти за счет рытья нор. Дома же такое организовать проблематично. Во-первых, нужно много земли, а во-вторых, нужно ее постоянно менять. Конечно, если вы живете в частном доме, то все проще. Кролика можно просто выпускать на улицу, и он там будет замечательно гулять, рыть норы и стачивать свои когти. Но нашим же домашним кроликам нужна помощь в этом вопросе. Если вас посещал вопрос, зачем кролику стричь когти, может и так сойдет, то нет, не сойдет. Во-первых, потому что кролик может поранить сам себя или другого вашего питомца. Во-вторых, он может просто вырвать коготь, останется рана, она может загноиться. Поэтому стричь когти обязательно. Рассмотрим, что нужно знать и учесть при первой стрижке когтей. Во-первых, нужно осмотреть лапки кролика и посмотреть, какого цвета у него когти. Если они светлые, то вы победитель, потому что вам будет легко постричь когти, вы не заденете сосуды. Но если же у вашего кролика темные когти, то придется использовать фонарик. Как должны выглядеть ножницы для кролика? Есть специальный вот такой вот когтерез. И стричь можно только им, не использовать обычные ножницы или что-то наподобие их, потому что так можно просто поранить кролика. Давайте приступим к практической части, будем разбираться, как правильно стричь когти. Если вы стрижете первый раз и боитесь, что кролик будет вырываться, то попросите помощи у кого-нибудь из домашних. Я же буду стричь сама, потому что я уже знаю реакцию своих кроликов и вполне могу это сделать самостоятельно. Для начала рекомендую успокоить вашего питомца. Можно погладить его и угостить вкусняшкой, чтобы он отвлекся и не так сильно переживал. Затем зафиксировать лапку и остричь коготок на 2-3 мм подальше от сосудов. Можно даже дальше, чтобы точно их не задеть. Далее в видео я покажу весь этот процесс поближе. Хоть и у Рекси темные коготки, фонариком я не пользуюсь, так как уже интуитивно знаю, где нужно стричь. Перед стрижкой рекомендую вам обработать когтерез спиртом или перекисью, а также на всякий случай взять ватные диски, если в процессе вы случайно пораните кролика. Такое может случиться, если он дернет лапкой, поэтому не забывайте ее зафиксировать. Признаюсь, из-за большой загруженности делами своих кроликов я прилично запустила. Можете поругать меня в комментариях, но я буду исправляться. У Доны у нас не коготки, а целые когтища. Итак, определимся, под каким наклоном нужно отстригать коготок. Вы можете наблюдать на картинке, что срез должен идти, повторяя натуральный угол когтя. Так кролику будет привычнее, он не будет нигде цепляться и при отрастании не создаст никаких дополнительных проблем. Вообще, стричь когти нужно по мере их отрастания. Я уже сильно запустила своих ушастых, и так делать ни в коем случае нельзя. Закрепим еще раз. Верхняя точка когтя должна быть хоть не намного, но длиннее нижней. На фотографии я отметила ее зеленым цветом. Кроля во время стрижки когтей предпочитает прятаться в локоть, ей так спокойнее переносить процедуру. Тики с легкостью пережила процедуру и единственная согласилась на вкусняшку. Как можете заметить, во время процесса она вообще не шевелилась. Еще хочу добавить, не забывайте подстригать пятый коготок. Он у кроликов запрятан, поэтому можно его случайно пропустить. Вот я и подстригла всех своих кроликов. Надеюсь, видео было вам полезно. Спасибо за просмотр, жду вас в комментариях и до новых встреч. Пока-пока!